Всем привет! Вы смотрите АРУ ТВ, и с нами сегодня Александр Опейкин, исполнительный директор Фонда Белорусской спортивной солидарности. Здравствуйте, Александр. Доброго дня. Интересно ваше мнение по поводу скандала с Fan ID в России. Это тема, которая, в общем, не сходит с первых позиций. Скандал этот так перманентно как-то присутствует, иногда получает какие-то новые этапы развития. Мне интересна ваша точка зрения, согласитесь ли вы с тем, что, в общем, фанатское сообщество в России не прогнулось под те меры контроля, которые российские власти хотели ввести в отношении фанатов. То есть мы наблюдаем, что, возможно, власти, поскольку видели некую угрозу в фанатских сообществах, они решили вот ввести такие более жесткие меры контроля, но теперь фанаты совершенно не ходят на футбольные матчи, они пустые, и это такой кукиш со стороны фанатского сообщества. Насколько вы с этим согласны и как вы в целом видите эту ситуацию? Тут к вопросу нужно подходить немножко комплексно, да, то есть начать с того, что такое Fan ID, потому что, в принципе, в самом Fan ID ничего плохого нету. Это как системы слежения и безопасности городские, да, которые в демократических странах применяются для пользы общества. В странах авторитарных, там, да, в странах с диктатурой эти инструменты применяются для репрессивных целей. Вот, поэтому сам Fan ID в чемпионатах футбольных там, или спортивных в демократических странах он выполняет как раз-таки функцию такой основной безопасности для массового зрителя, да, вот, выявляет там точечно или там не предоставляет точечно вот этот Fan ID для тех представителей, которые действительно могут нанести как бы или принести какую-то угрозу безопасности, но здесь ни в коем случае не нарушаются ни права человека. Здесь, естественно, присутствует демократический принцип, поэтому на массовость это никоим образом не влияет. В авторитарных странах, в частности в России, абсолютно понятно, что Fan ID это инструмент как раз-таки такого репрессивного давления. Начиная от того, что это инструмент сбора информации, то, что ты предоставляешь свои персональные данные, да, это сбор персональных данных всегда, и заканчивая тем, что, естественно, это инструмент давления на наиболее активных представителей футбольного сообщества, спортивного сообщества. Поэтому в данном случае такой бойкот от российских фанатов – это, в принципе, такой сигнал, я бы даже сказал, что это такой акт гражданского неповиновения, да, потому что мы понимаем, что все революционные процессы во многих странах, там, где протестовать на улице было опасно, да, как сейчас в России, как сейчас в Беларуси, все эти процессы, они начинались как раз с актов гражданского неповиновения. Как раз таки вот в Индии, да, мы помним движение Махатма Ганди, значит, никто там с оружием на площадь не выходил, там, да, или с арматурой, но как раз-таки неподчинение или вот выражение такого гражданского протеста являлось как бы такими изначальными, первичными формами того, что общество не согласно уже с решением власти. Поэтому здесь, вот, мне кажется, надо с этой точки зрения подходить. Ну, мне кажется, что власти изначально видели довольно высокий протестный потенциал в этих спортивных сообществах, и потому и хотели как-то больше контролировать и больше информации, как вы сказали, собирать об этих сообществах. Но вот мы видим, что они как-то совершенно не поддаются и наоборот снова проявляют эти формы протеста. Вот насколько вы считаете, что это проблема вообще для российских властей сегодня? И, может, у вас есть предположение, как они будут дальше действовать, как они будут это решать? То есть будут на послабления какие-то идти или новые какие-то репрессивные меры внедрять? Нет, никакой проблемы это для российских властей, естественно, не является, потому что российский футбол, в принципе, как спорт, в том числе и футбол в Беларуси, он является частью государственной поддержки спорта. То есть он находится, по сути дела, на государственном финансировании, либо на условно-частном финансировании, то есть когда футбольные клубы или там, спортивные организации, они поддерживаются представителями бизнеса, встроенными в систему там, да, государственного капитала. Вот, то есть это условно частный бизнес. Поэтому в данном случае присутствие либо отсутствие болельщиков
на футбольных аренах, оно, в принципе, на работу клубов каким-то серьезным образом не сказывается. Потому что в европейских странах, да, билетная программа, в принципе, поступление от продаж билетов болельщикам, там, включая там, мерча и так далее, оно может составлять там, до 30-35% бюджетов клубов. Да, это существенный урон. В России это, как и в Беларуси, в принципе, не является чем-то, чтобы влияло существенно на бюджет клуба, потому что бюджеты клуба формируются за счет спонсорских контрактов от крупных государственных либо условно частных корпораций. Поэтому в данном случае, естественно, владельцы клубов, да, которые, как я и говорил, встроены в государственную систему капитала, они, естественно, будут ориентироваться на решение власти, и им как бы особо безразлично, придут болельщики, либо не придут. То есть команды играют и клубы существуют по совершенно иным принципам. Это не рыночные принципы. Поэтому здесь присутствие болельщика, здесь внимание аудитории вообще никак не сказывается. То есть они будут играть как независимо вообще от того, будет ли кто-то это смотреть. Это, как и в Беларуси, я могу такие аналогии проводить. Зачастую клубы существуют, там, в принципе, как в Беларуси шутят, для одного зрителя. Да, то есть... Владельца этого клуба. Для двух тогда. Владельца клуба. И батьки этого. Абсолютно верно. Весь спектакль, все шоу для одного зрителя. То есть спорт играет функцию такой декорации нормальной жизни, да, что там все хорошо, все стабильно, вот играют там какой-то спорт, там, значит, играют. Вот. Никакой работы реальной по привлечению болельщиков, никакой заинтересованности в работе болельщиков, естественно, нет, потому что при такой работе действуют совершенно иные механизмы. Болельщик массовый, в принципе, как и сам футбол развивается только благодаря болельщику. А болельщик массово может идти на футбол только в свободной стране. Не будет ходить на футбол в стране, где стоит 10 металлоискателей, где к нему изначально недоверие, где, в общем-то, поход на футбол заканчивается тем, что ты должен сидеть и молчать на трибунах, даже не вставать, да, вот в Беларуси до такого доходило, что даже вставать было нельзя. То есть, власть здесь исходит вот из принципа как бы максимального подавления общества, потому что любые зачатки свободомыслия, а фанатские движения, это, в принципе, такие движения, где, очень многие вещи, действия, они достаточно такие свободные, могут нарушать закон и так далее. Поэтому власти очень сильно этого опасаются, потому что это может послужить примером, это может послужить каким-то очагом. Там. И, естественно, у них не задача о футболе в данном случае в России никто уже не думает. Уже совершенно другие мысли. Потому что, как и в Беларуси это было там, да, там, начиная уже там, последних 2-2,5 года, никто о спорте уже не думает. У власти совершенно другая задача – выжить, удержаться, там, да, причем какой там спорт. Вот мы видим состояние футбола соответствующее. Как вы сейчас бы оценили вообще состояние футбола в Беларуси и в России? Бесперспективное. То есть нет перспективы развития. Вот в чем смысл. Это, наверное, ключевая, такая проблема, даже ключевой тезис. Вот то, что можно сейчас оценивать, что вот сейчас уровень такой, да, вот там Беларусь где-то ближе к 100-й позиции, Россия там, я не помню, где-то там 40-я, там какая-то. Вот, надо посмотреть. Нужно оценивать тенденцию, то есть в какую сторону это все идет. Потому что сегодня это может быть, в принципе, как-то более-менее. Но тенденция показывает, что завтра этого не будет, даже вот такого уровня не будет. То есть все скатывается просто в изоляцию, а футбол, да вообще любой вид спорта такой серьезный, да, он не может развиваться в условиях изоляции. Он в принципе предусматривает присутствие на международной арене, он предусматривает международное взаимодействие. Если нет международного взаимодействия, значит нету постоянной соревновательной практики на высоком уровне. Соответственно, весь мир идет дальше, там Беларусь, Россия, и спускается вниз там по этой лестнице. Вот. И в футболе, вообще в таком невероятно конкурентном виде спорта, там подняться на одну ступеньку, на одну позицию крайне сложно. А вот скатиться там на 10 вниз, это проще простого. Как говорят немецкие спортивные функционеры, в современном спорте, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех сил. Вот. Это просто оставаться на месте. Вот. Поэтому говорить нужно непосредственно о тенденции, а тенденция крайне печальная. Понижение уровня игрового мастерства,
это снижение уровня чемпионатов. Ну, естественно, это как бы напрямую сказывается на уровне игры национальных сборных команд. Насколько мы можем перенести это все на спорт, национальный спорт в целом России и Беларуси? Я, конечно же, говорю об участии спортсменов в ближайшей Олимпиаде. Тут появляются новые всякие варианты, что, может быть, там будет сборная диссидентов, так называемых, тех, кто точно выразил свою позицию. Но как-то бадания на эту тему продолжаются. Как вы видите развитие этой ситуации на данной точке времени? Я думаю, что МОК все-таки придет к варианту допуска через антивоенную позицию, потому что это, в принципе, одна из самых оптимальных формул. Мы ее, кстати, предлагали с самого начала войны в Украине, потому что здесь речь идет скорее о ценностном разделении, нежели о каком-то там национальном разделении, да, потому что не допускать действительно как представителя нации, это действительно дискриминация. Да? Вот, поэтому вопрос идет, собственно говоря, опираясь непосредственно на ценности самой Олимпийской хартии, мы от этого отталкиваемся, то вопрос идет непосредственно о ценностном разделении. То есть спортсмен должен нести идеи мира, идеи равенства, идеи прав человека. То есть он как бы должен, как представитель, да, спорта, он должен нести эту миссию. Соответственно, в данном случае, конечно, МОК, по нашему мнению, должен принять определенные критерии по допуску, ключевым из которых будет, естественно, публичное выражение антивоенной позиции. То есть спортсмены должны как сообщество сами заявить о том, что они публично осуждают войну в Украине. Таким образом, как бы они подчеркивают свою приверженность олимпийским ценностям. Таким образом, как бы происходит допуск. Вот. Я понимаю, что для российских спортсменов это сложный вопрос, для белорусских это не менее сложный вопрос, но тем не менее более 100 белорусских спортсменов подписали соответствующую антивоенную декларацию, вот, которая есть в интернете. Anti-War Declaration, то есть можно посмотреть, и многие белорусские спортсмены, понимая прекрасно риск, под которым они подписываются, они сознательно сделали такой шаг. На сегодняшний момент, если уже брать касательно, отходя там от антивоенной декларации, брать вопросы допуска, то не которая федерация, я не буду говорить, что все, но многие федерации, я думаю, там порядка 10 федераций, они все-таки сделают допуск белорусских и российских спортсменов безусловный. То есть это будет безусловный допуск. Но дальше как будет развиваться процесс, очень сложно сказать, потому что до Олимпиады еще 1,5 года. МОК может на любом исполкоме принять какое-то новое очередное решение. Все будет очень сильно зависеть от ситуации в Украине. Все будет очень сильно зависеть от действий белорусских и российских властей. Если, естественно, Беларусь и Россия, их правительство, точнее, пойдут по пути эскалации, то, естественно, это будет прямым образом сказываться на решениях международных спортивных организаций. Но вот на данный момент, на прошлой неделе мы видели заявление Международной Федерации Легкой Атлетики, да, что они сохраняют санкции в отношении белорусских и российских спортсменов. Нужно понимать, что легкая атлетика – это королева спорта. Да, то есть, в принципе, вся Олимпиада, по большому счету, если брать, это ключевой программой являются непосредственно легкоатлетические виды спорта. И в данном случае можно уже прогнозировать, что маловероятно, что кто-то из белорусских и российских спортсменов вообще сможет как бы принять участие в Олимпийских играх, потому что банально пройдут сроки квалификации. Даже если МОК будет настоятельно рекомендовать их допускать, а это, скорее всего, произойдет, там, может быть, осенью там, и так далее, уже многие просто не наберут нужное количество очков в квалификации, не попадут на Олимпийские игры. Также нужно учитывать, что несмотря на то, что могут быть рекомендации Международного олимпийского комитета по допуску, и международные федерации могут принять решение о допуске, могут еще действовать страновые санкции, когда правительства отдельных стран будут принимать решения о визовых ограничениях для спортсменов. То есть все допустили, а национальное правительство принимает собственное решение, ссылаясь на то, что представители или конкретно вот эти граждане, они угрожают национальной безопасности. Просто не въедут. И просто не въедут. Это будет либо невыдача, либо вообще аннулирование действующих виз. И таким образом как бы
Здесь нужно еще учитывать важную оговорку в последнем решении МОК, которая звучит о том, что пропущенная квалификация необратима. То есть нельзя, пропустив квалификацию, где-то там ее дополнительно как бы пройти. То есть если ты ее пропустил, то ты ее уже пропустил. Без разницы по каким причинам. Не дали тебе визу там или что-то еще, все, ты ее пропустил. Поэтому говорить о том, что если даже МОК сейчас озвучит буквально, наверное, через 2 дня рекомендации по допуску для белорусских и российских спортсменов, для международных федераций, говорить о том, что они все поедут на Олимпиаду, еще очень-очень рано. То есть я думаю, что в принципе участие некоторых представителей будет возможным, но всеобъемлющего допуска, конечно, мы не увидим. Да, но вы обрисовали много таких дополнительных деталей, которые действительно все соблюсти, только при соблюдении всех этих мелочей спортсмен сможет попасть. Ну и действительно непонятно, какие еще будут решения МОК до Олимпиады. Реализуется ли тот сценарий, когда и Украину устроят те условия, на которых смогут участвовать российские и белорусские спортсмены, и все это действительно состоится. В общем, я думаю, мы периодически с вами еще будем связываться в эфире РУ-ТВ, будем приглашать вас в эфир и следить за развитием этой ситуации. Благодарю, спасибо большое. Спасибо большое. Александр Опейкин в эфире РУ-ТВ. Всего доброго.